Привет, 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 песеры, с вами Морж, 23-я часть подходит к концу, а вот турниры, такое ощущение, только набирают и еще раз набирают обороты. Сегодня хочу представить вам финал турнира от группы eFootball Tournament Community The Best. Если ты хочешь участвовать, все, что нужно сделать, переходишь по ссылке в описании, в закрепленном комментарии, нажимаешь подписаться. Читаешь условия, читаешь стену, если нужно, разговариваешь с админами, вот они в контактах здесь все есть. Участвуешь в турнирах, и если будешь в финале, то есть возможность попасть на мой канал. Вот такие вот дела, ребята. Турниры здесь проводятся постоянно, плюс какие-то розыгрыши, куча, короче, всего. В общем, переходи, подписывайся, участвуй, попадай на канал, и пусть у тебя все будет хорошо. А в турнире сегодня у нас сходится Никита Федотов. Он у нас представляет город Москву, он будет играть под эмблемой Милана, и сейчас его состав вы видите на своем экране. Так сказать, делайте пометочки, каких игроков и ребята используют в финале. Тут у нас непробиваемый Касильяс, очень нравится его эта карточка. Из тех игроков, которых я бы выделял, Фигу из последних бесплатных, собственно, эпиков. Повезло тут товарищу. Ну, не знаю, мне он не особо заходит. Месси на атакующем полузащитнике, который очень быстро сожрет свою выносливость. Вы знаете, оно у него не очень хорошо с этим всем. Цен Роналду, Казимира отличный опорник, Беллингем недавно только эта карточка была его в команде недели. В общем, составчик вполне себе годный и вполне себе стоящий. А противостоять ему будет Александр Наполеон. Он у нас представляет город Полтаву, будет играть под эмблемой Вестхэма. Тут у нас и Мбаппе шоу-тайм, и Коман биг-тайм, и Дибала биг-тайм, и Матеус биг-тайм. Дорого, богато, чисто по-наполеоновски. Но посмотрим, как гораздо более дорогой состав будет противостоять гораздо более дешевому составу. Так что на поле все решит явно скилл. Погнали на поле, я уверен, матч будет интересным. Итак, зелененькое поле, Милан у нас формально является хозяином этой встречи. Ну, поглядим, насколько хозяин, действительно состав гораздо более дешевый, сможет противостоять именно биг-таймам да шоу-таймам. Мне кажется, матч будет интересный. Перехват, ой, хорошо, сразу же открывается биг-тайм команд, сразу же решает Александр пробить, но угол достаточно был острый, поэтому Касильяс с таким ударом, конечно, без проблем справляется. Передача на Дэвиса на левый фланг от игроков Милана, Беллингем в центре поля, тут Казимира пытается сыграть в перехват и получается у него сыграть в перехвате. Александр пока что играет очень внимательно, а у Никиты уже вторая атака, к сожалению, не выходит. Но здесь не выходит атака и у Александра. Поэтому Милан... Ой, какая ошибка. Хорошо, Мбаппе ушел на своем балансе, но Де Лихт на месте и мяч перехватывает. А можно было, конечно, из этого перехвата, из этой ошибки Никиты сделать какую-то интересную атаку. Коман на правом фланге перехватывает мяч, зачем-то отдает назад, но тут я уже, как я понимаю, пас уже был прожат. К сожалению, если удар в нашей игре отменить можно, то пас отменить нельзя. Это реально бесит, это реально недоработка Konami. Надеемся, в 24-й части многие недоработки, вот такие хотя бы прям очевидные, Konami сможет нам исправить. Милан в атаке, Месси уже у нас в центре поля, жжет свою выносливость, а тут у нас прорыв по левому флангу Педри. Не идет в активный прессинг пока что Никита, пытается больше выставлять своих игроков на перехват мяча, и, как видите, пока что это все дело работает. Криштиану Роналду отдает на Маркиньоса. На Маркиньоса противоположной команды. Педри сразу же пытается подключить Дибалу, но у Дибалы со скоростью у нас не все так хорошо и не все так однозначно. Кстати, интересно, на каких стрелочках ребята играют, потому что, ну, это как бы товарищеский матч, настроение можно выставлять. И здесь, конечно же, Дибала нормально себя показывает, просто обычно у него нестабильная физическая форма, и это, конечно, беда-печаль. Казимира здесь сначала ошибся, вроде не получилось перехватить мяч, тем не менее попытался, так сказать. Первый удар от игроков Милана, Роналду выпрыгивал, у него потрясающий что прыжок, что игра головой, и здесь мог быть, конечно же, опасный момент. В принципе, он и был, но вратарь пока что справился. Посмотрим, как будет разыгрывать угловой Милан. Снова удар, считайте, 2 удара буквально за пару минут. Неплохо Никита включился, и Никита свою атаку именно и что делает и продолжает. Дэвис из неудобной позиции отдавал, здесь такое ощущение, что потерялся, просто не видел, где двигаются партнеры по команде. Педри здесь на мяч не пошел, мяч снова вернулся к Касильясу. Верховую дуэль выиграли пока что футболисты Милана. Хорошее подключение по левому флангу. Как ошеломительно, да, ошеломительная подача. Роналду!
Я аж закашлялся. Роналду сходу пробивает в левый угол ворот, и здесь вратарь, к сожалению, сделать ничего не смог. Вот так вот. Пока что более дешевый состав, ну, 1-0. 1-0, хоть и играет очень сильно в защиту. Педри тут пытался с кикофа сразу же сравнять счет, но Касильяс на месте, потрясающий вратарь. Поздравляю реально всех, кому он выпал на халяву. Опять же, его можно было получить из предыдущих халявных эпиков, да. Но там были гарантированные 2 эпика, если ты просто зашел в игру, а потом еще и выполнил квестовые задачи. Сейчас же у нас вроде бы халявные эпики, но с вероятностью много-много-много процентов, много-много людей их не поймает. Вот, я у себя пока что не открывал, жду, когда будет 11. Мбаппе здесь правильно, в принципе. Ой, какая ошибка. Да, обидно, не знаю, почему Никита здесь не выносил мяч. Вроде вот мяч забран, да, пытался выносить, да, но Мбаппе лежал на поле, и из-за этого вынести не получилось. Это, конечно, печально. Спасибо, да, Александру, что он смотрит повторы. Вот здесь вот Де Лихт цепанул ногой Мбаппе, да, лежачего уже, и, конечно, это баг игры скорее, чем ошибка, к сожалению, Александра. Ой, не Александра, Никиты, конечно же. Обидно. Тут именно чистейший баг игры, ну, сами понимаете, что в реальной жизни, ну, футболист бы так выносил мяч, чтобы не попадать ногой по футболисту противника, не дать ему подсрачник. Снова у нас паритет на табло, 29-я минута, пока что 1-1, и в атаке будет у нас Милан. Посмотрим, как будет разыгрывать эту атаку. Беллингем на левый фланг подключает Дембеле. Дембеле неплохо открылся, отдает на Месси. Ну, тут через Дэвиса сыграли, отдали на Месси. Мяч все еще у Милана. Хороший удар! Хорошие удары, отличный гол от Беллингема. Да, ребят, повторы смотрим, потому что мы-то ваш матч наблюдаем, собственно, в таком варианте, и нам интересно. И отличный удар из-за пределов штрафной. В принципе, у Беллингема эта карточка очень хороша. Мне он с команды недели, к сожалению, не выпал. Если вам выпал, обязательно протестируйте. Я уверен, вы будете не разочарованы этой картой игрока. Плюс он, что у нас достаточно редко, получает при сыгранности не +3, а +4. То есть, вы знаете, у нас стандарт как бы +3, снова киков пытаются разыграть футболисты Александра, не получается. Так вот, по стандарту у нас +3. Идет от сыгранности, иногда идет +2, но в очень редких случаях идет +4. От чего это зависит? Тоже вопросы мне такие задавали. Ребят, это зависит от именно тех статов, которые накидываются. Почему, по сути, я не... О, так, хорошая атака. Дибала все-таки пытается пропихнуть мяч в ворота. Касильяс на месте, сыграл на выходе. Он у нас атакующий вратарь. Так вот, добавляются статы, по сути, к карточке игрока. И если у игрока какого-то, допустим, условный стат 99, то от сыгранности в этот стат ему уже бонуса не идет. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Аналогично, не всегда эти статы, когда добавляются там по 1, по 2, добавляются к тем навыкам, которые являются основными на позиции. Короче, Konami само замутило крайне непонятную схему. Мне приходится все это дело объяснять. Сами они, естественно, они сначала замутили тупую схему, а потом не потрудились объяснять, а зачем эта схема нужна, а как это все работает. И игроки, по большей части, не особо врубаются, что и как в нашей игре происходит. Что, как мне кажется, для онлайн-игры является серьезной проблемой. То есть в онлайн-игре ты должен понимать, вот это работает вот так, а вот это работает вот так. И ты играешь в эту игру. В случае Konami мы понятия не имеем, как работает, не знаю, наверное, половина игры. Но японцы считают, что типа либо мы сами должны разбираться, либо хрен его знает. Пытается Милан забить и третий мяч, пока что 2-1 ведут, и вполне себе неплохо себя чувствуют. Ну что ж, свисток у нас, у команды уходит на перерыв. 2-1 впереди Милан. И по-хорошему должно было быть 2-0. Потому что при всем уважении к Александру, который сейчас еще является админом, собственно, в чате, где я тусую, гол был забит не из-за ошибки Никиты. Вот вообще не из-за ошибки Никиты. Никита там делал все правильно. Гол был забит именно из-за косяка игры, что, конечно, не радует. Естественно, в таких матчах хочется, чтобы скилл противостоял скиллу, а не вот такие вот ошибки, собственно, влияли на результат матча. Мне пока можно попить водички, которую я, естественно, себе поставил. И второй тайм у нас начинается с центра поля. Блин, естественно, с центра поля я что-то прям подзатупил. Перехват мяча, снова ошибки в центре. Пока что киков не разыгран. Мяч еще не вышел за боковую линию. Хороший навес вот здесь вот снова. Снова можно было
Ой, отличный удар, отличный удар. Да, все-таки киков был разыгран. Я прям как чувствовал. Вот здесь вот Коман отдавал абсолютно ненужную передачу. Опять же, уверен, что Александр прожал пас до того, как увидел то, что произошло на поле. И, к сожалению, и пас отменить нельзя, как я вам уже говорил. Но при этом момент все равно доиграли. И снова паритет, снова у нас мажор, так сказать, донатер. Фу быть донатером, я сам донатер, прям фу таким быть. Донатер у нас отыгрался, но при этом 2 раза он был в варианте отстающего и 2 раза отыгрывался. Хоть первый мяч и такой себе. Мбаппе отлично сыграл, Дибала должен был забивать. Мбаппе все-таки на добивание оказывается первым. И первый раз Александр со своим Вестхэмом и дико дорогим составом выходит вперед. Ну, посмотрим. 53-я минута у нас всего лишь на часах, поэтому времени еще достаточно много. И киков от Милана. Не получается у Фигу отдать хорошую передачу. Вроде пока что защитники Вестхэма справляются. И Матеус решает, долго не думая, просто вынести мяч в аут. Сбить, так сказать, напряжение с игроков на поле. Канцело скидывает на Беллингема, куда будет идти подача. Снова на Канцело, который, к сожалению, оказывается в офсайде на правом фланге. Да, хорошо там шло забегание. Офсайд, судя по всему, был вообще минимальный, но, тем не менее, он был. Что, пожалуй, стоит похвалить в нашей игре, ну и вообще в любой компьютерной игре, что здесь точно можно определять, был офсайд или нет офсайда, потому что все это циферки и все это просматривается. В реальных матчах, сами знаете, бывают и ошибки. Прорывается по правому флангу Луиш Фигу, пытался прорваться, Рейнилда сыграл крайне надежно и уже начинает атаку своей команды. Все, Мбаппе уходит ракетой. По сути, выход 1 на 1. Ну что, 4-й? Да, 4-й мяч, спокойно разобрался, аккуратненько сместился, и Наполеон забивает 4-й мяч. Ладно, отыгрался ты, грубо говоря, за свой первый халявный гол, у тебя сейчас +2, так что, в принципе, если бы этого первого халявного даже не было, то все равно пока что ты впереди. Но поглядим, что будет дальше. Такое ощущение, что поплыл немножечко Никита. Я понимаю, достаточно сложно играть вот против такого состава, то есть, когда куплено все, что можно, и все, что нельзя, так сказать. И, кстати, да, будут сделаны замены. Мы все это дело смотрим с экрана Александра. Огромное спасибо ему за то, что он записал матч. Ну и посмотрим, какие замены сейчас делает Никита Федотов. Тоже это интересно. Давайте глядеть. Так, Роналду уходит у Милана, выходит Холланд. Месси уходит у Милана, выходит Нкунку. Дембеле уходит и выходит Коман. Блин, снова выход 1 на 1 там, да? Пытается разыграть. Зачем? Я пропустил замену из-за того, что смотрел на поле, как происходил этот розыгрыш. Но отдавать на Комана, у которого реализация не такая крутая, как у Мбаппе, я не знаю, зачем было это сделано. Мне кажется, это уже, ну, какие-то понты. Вот, честно, Александр, можешь мне в чате написать, тем более, моя личка у тебя есть. Это мое мнение. Я то, что вижу, то говорю, ты сам знаешь. Перехват мяча от Вестхэма. Конечно, такое ощущение, что подустали защитники. Мбаппе раз за разом начинает вырываться и создавать угрозу воротам Милана. Коман, передача на Мбаппе. Здесь Тамори должен оказаться первый на мяче, он и оказывается. Передача на Дэвиса. Снова в центр поля Казимира. Педри здесь играл у нас в перехват, но перехват ничем хорошим не удался. Мяч был потерян. Милан, смотрим, что будет противоставлять двум мячам, которые нужно отыгрывать. По передаче на Сане, куда? Подача, хорошо, вот он сыграл суперсаб Холланд, и почему-то здесь решили повтор мне проскипать. Ну, вроде достаточно обычный гол, да, Холланд оказался первый на мяче, головой сыграл, сами знаете, большой, здоровый, головой играет. Плюс еще и суперзамена у него есть, которая сейчас у нас и продемонстрировала, так сказать, вариант суперзамены. То есть оказался первый, переиграл, забил. Милан почувствовал кровь, снова идет в атаку. Не получается, Матеус сыграл в перехвате, но тоже хорошей передачей своих партнеров по команде не наградил. Ой, Маркиньос, да, там Маркиньос с Холландом боролся. И, кстати, поборол, так сказать. Холланд не выиграл верховую дуэль. Пока что идут ошибки. В центре поля, нет дохода до ворота. Вот снова ошибка. Матеус сыграл снова в перехвате. И Мбаппе опять заряжает свою ракету. Передача на Педри. Хорошо! Ой, мало того, что попал в штангу, да, очень повезло, что отскок отлетел именно к нему. Да, везение, пожалуй. Здесь еще и Тамори как-то так споткнулся об него, вообще непонятно. Тем не менее, зажигается у нас еще дополнительная единичка. 3-5.
3-5 снова Никите Федотову придется отыгрываться. Итак, Румениги у нас выходит у Вестхэма, Иньеста выходит на левого нападающего, интересно. Кто это? Вальверде, да? Вальверде же вышел на центрального полузащитника. Это же Вальверде или не Вальверде? Я сейчас что-то затупил. Ладно, левый нападающий Иньеста, это интересно. Как по мне, он больше атакующий полузащитник, но карточка, конечно, крайне имбовая. Иньеста, пожалуй, один из лучших центральных полузащитников, атакующих полузащитников в нашей игре. Ну, и центральный, и атакующий, он и там может. Как ЦПЗ, ему, конечно же, не хватает защиты. Снова передача на Холланда. Здесь вратарь все-таки оказался на месте. Отбивает мяч, тем не менее, Милан все еще в атаке. Снова 2 мяча придется отыгрывать, времени очень мало. Холланд! Нет, не получается пробить, времени очень мало остается, 10 минут, ну там минуты 3 добавит. Милан все еще в атаке, Канцелу снова залазит в офсайд. Чем сегодня отметился Канцелу? 2 раза залез в офсайд. Вот, я, по крайней мере, больше его таких сильно результативных действий на поле не видел. Арауха у мяча, будет разыгран штрафной, наверх. Румениги, конечно, поборется, но не такой уж хороший игрок головой Румениги, да и с корпусом, прыжком там тоже не все хорошо. Сане на микродриблинге пытается обмануть Рейнилда, получается, Канцело не залазит в офсайд, подача прошла, но игроки Вестхэма пока что справляются с угрозой, и можно начинать свою контратаку. Иньеста буквально на пяточке развернулся, очень хорошо. Что за понты? Александр, что за понты? Марсельская рулетка, ну зачем? Ну зачем вот в том моменте она была нужна? Я не совсем понимаю. Нкунку, передача, снова Холланд. Пожалуйста, Холланд вышел, 2 мяча головой. И снова 1 мяч отставания. Времени, конечно, жопа. Времени полная жопа, 87-я минута. То есть... Еще минуты 3 добавят, хотя голов было достаточно много, может 4 минуты добавят. Может быть, если повезет. Тут буквально просто следующую атаку нужно реализовать, и тогда будут шансы уйти на дополнительное время, будут шансы уйти на пенальти. Вынос от игроков Милана, не получается зацепиться, к сожалению, пока что за мяч. Канцелу на правом фланге, передача на Вальверде. Да, Вальверде это все-таки. Я не ошибся. Я уже сидел, думал, реально Вальверде вышел в центр. 5 минут даже добавил арбитр. Нкунку куда? Пытался закинуть немножечко на Холланда, не получилось. Защитники блокируют этот мяч. Милану, конечно, сейчас все, надо полностью идти в атаку. А что еще остается ему делать? 1 мяч это такое себе. 93-я минута у нас. В атаке Вестхэм. Милан перехват, хорошо, но давай в атаку, к сожалению, передача у Памекана, да, если я не ошибаюсь, ошибся с передачей, и, к сожалению, мяч снова у Вестхэма. Милан, перехват, есть сейчас шанс еще на одну атаку. Пока что мяч сохраняются. Тут у нас Де Лихт уже в атаке. Холланд, зря, ну лучше уже было пытаться пробить. Было видно, что партнер по атаке, к сожалению, накрыт. Что ж, я поздравляю Александра Наполеона с победой в этом матче. Поздравляю славный город Полтаву. Никита Федотов, не расстраивайся, как обычно я говорю, ты уже в финале, ты уже победил тем, что ты в финале. Я уверен, что в турнирах тебя ждет еще звездное будущее, так сказать. Поэтому, надеюсь, встретимся на моем канале. Ну а вам спасибо, что провели эти 15 минут жизни своей во вторник со мной. Было очень приятно. Пишите, что думаете по игре. Финальный результат на вашем экране. Посмотрите, насколько больше передач у Милана. Но при этом 5-4, собственно, выигрывает Вестхэм. Спасибо вам еще раз за то, что смотрели. Хочешь участвовать в турнирах, ссылки в описании, в закрепленном комментарии. На этом прощаюсь, ждем 24-ю часть. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.